Всем здравствуйте! С вами, как всегда, я, Хазипов Антон. Вы когда-либо задумывались о том, почему творчество Лили Боланже незаслуженно не популярно? Лично я с этим не согласен. Почему, спросите вы? Потому что я считаю, что Лили Боланже достойна популярности. И в этом видео я хочу с вами поделиться 3 фактами, которые, возможно, могли бы отвечать на вопрос, почему творчество Лили Боланже никто не изучает. А прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал. И обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Итак, мы начинаем. Первая причина, по которой творчество Лили Боланже не популярно, это ее биография, то есть жизненный путь. Поскольку мы с вами знаем, что Лили Боланже прожила всего 24 года, а именно с 1893 по 1918 год, она получает известность на европейском уровне. Лили Боланже родилась очень-то одаренным ребенком. С 2 лет она уже научилась читать ноты, сопровождала свою сестру в Парижскую консерваторию. Потом Надя Боланже станет известным композитором. В 15 лет Лили поступает в Парижскую консерваторию, и ее заканчивает с отличием. В 1913 году становится первой женщиной, получившей большую римскую премию за кантату «Фауст и Елена». Премьера сочинения состоялась в театре Шатле в ноябре того же года и имела большой успех. Президент Франции Раймон Пуанкаре принял Лили в Елисейском дворце. Вы знаете, что театр Шатле – это парижский музыкальный театр, один из самых крупных в городе. В 1914 году, как лауреат Большой римской премии, Боланже 4 месяца проводит в Риме, на вилле Медичи. Эту поездку прервала Первая мировая война. Лили Боланже умерла от болезни Крона. Похоронена на кладбище Монмартр в Париже. Вторая причина, по которой творчество Лили Боланже не популярно, это ее произведения. Произведения исполняются очень редко или не исполняются совсем. Почему? Большой вопрос. Я считаю, что произведения Лили Боланже, особенно хоровые и фортепианные, должны исполняться регулярно. В интернете нот произведений Лили Боланже крайне мало, потому что некоторые из них, особенно ранние сочинения, сожгла сама Лили. Если говорить о ранних сочинениях, то из ранних сочинений у Лили Боланже сохранился лишь ми-мажорный вальс для фортепиано. Третья причина непопулярности Лили Боланже – это отсутствие ее произведений в репертуаре различных музыкантов. Мало кто и какие коллективы продолжают записывать произведения Лили Боланже.
Например, Лондонский филармонический оркестр. В настоящее время музыковеды, которые интересуются творчеством данного композитора, хоть и по-малому, но пытаются популяризировать творчество этой прекрасной женщины-композитора. Давайте подведем итог. Лили Буланже в настоящее время незаслуженно забытый композитор. Говоря о том, что Лили Буланже прожила всего 24 года, она на своем примере показывает, что вовсе не количество лет важно, а важно то, что ты успеешь сделать для общества за тот или иной период жизни. А что еще интересного вы бы добавили про Лили Буланже?